Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман 17 ноября прибыл в Вашингтон для переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Его торжественно встретили в Белом доме. На повестке обсуждения были новое двустороннее оборонное соглашение, возможные поставки истребителей F-35, сотрудничество в сфере атомных технологий, а также шаги по сближению с Израилем. Именно на этом фоне Трамп во вторник объявил, что США и Саудовская Аравия заключили новое соглашение в сфере безопасности, призванное вывести отношения между странами на качественно иной уровень. По словам президента, договор облегчает передачу американских вооружений Эр-Рияду и укрепляет оборонное сотрудничество. В рамках соглашения Саудовская Аравия получит статус важного союзника США вне НАТО, формальную категорию, которая укрепляет военное партнерство, но не предполагает коллективных гарантий безопасности. В этот перечень уже входят 19 государств, среди которых Израиль, Иордания, Кувейт и Катар. Саудовская Аравия и без того долгое время считалась ключевым партнером Вашингтона на Ближнем Востоке, хотя отношения периодически осложнялись вопросами прав человека, нефтяной политики и взаимодействия с Израилем. Трамп традиционно уделяет особое внимание сотрудничеству с королевством и дважды посещал его в рамках своих первых зарубежных турне, как в первый, так и во второй срок. Более сильный и более способный альянс будет способствовать продвижению интересов обеих стран и послужит высшим интересам мира, заявил Трамп на торжественном ужине с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. Объявление прозвучало после того, как наследный принц заверил, что королевство увеличит инвестиции в экономику США с примерно 600 миллиардов долларов до почти 1 триллиона. Это заявление было сделано вскоре после того, как Трамп отказался комментировать вопросы об убийстве обозревателя The Washington Post Джамаля Хашогги, в котором, по данным ЦРУ, был замешан Мухаммед бин Салман. 18 ноября во время переговоров в прямом эфире Трамп спросил саудовского принца: «То есть ты сейчас говоришь мне, что 600 миллиардов станут 1 триллионом?» Мухаммед бин Салман ответил: «Да». Трамп добавил: «Отлично, мне это очень нравится». Примечательно, что перед предстоящим визитом в США наследный принц получил письмо от президента Ирана Масуда Пезешкиана. Послание было передано министру внутренних дел Саудовской Аравии принцу Абдулазизу бин Сауду бин Наифу во время встречи с главой иранской организации хаджа и паломничества Али Резой Рашидианом. В иранских провластных СМИ также сообщается, что в письме Пезешкиана наследному принцу предположительно содержится и возможное послание президенту США. При этом отмечается активность некоторых внутренних групп в Иране, выступающих за возобновление диалога с Вашингтоном, несмотря на негативную позицию аятоллы Али Хаминеи. Хотя, по мнению источников, такие инициативы вряд ли принесут результат. Параллельно иранские СМИ цитируют заявления израильского чиновника, переданные Израильскому управлению по телерадиовещанию. По его словам, Израиль определил стратегическую цель в отношении Ирана – добиться смены политического режима и ослабления иранского потенциала до окончания срока Дональда Трампа, то есть до 2029 года. Собеседник отметил, что Иран активно восстанавливает ракетный арсенал, и его производственные мощности работают без остановки. В Израиле сохраняется обеспокоенность возможной реакции Ирана в случае нового обострения, учитывая недавние испытания межконтинентальных ракет и заявление Тегерана о готовности применить до 2000 ракет в качестве первого удара. На фоне обсуждаемых поставок F-35 Генштаб армии Израиля предупредил политическое руководство, что продажа США этих самолетов Саудовской Аравии может повлиять на воздушное превосходство Израиля и создать риски для секретных операций ВВС. По последним данным Reuters, США продадут Саудовской Аравии истребители F-35, однако их версия будет уступать израильским самолетам. Это связано с действующим в США законодательством, которое гарантирует качественное военное превосходство Израиля. Саудовские самолеты не получат современные израильские системы вооружения, включая средства радиоэлектронной борьбы и ракеты нового поколения AIM-260.
Первые поставки Эр-Рияду ожидаются не раньше 2030 года. В очереди на самолеты уже стоят другие страны. Саудовская Аравия планирует закупить 48 самолетов на первом этапе, с возможным увеличением числа в будущем. Израиль стал одним из первых получателей F-35, что обеспечило ему значительный боевой и эксплуатационный опыт, позволяющий лучше понимать сильные и слабые стороны самолета и сохранять преимущества в регионе. В ближайшие годы могут появиться новые израильские и американские технологии, которые также помогут поддерживать превосходство Израиля в воздухе. Вместе с тем, факт возможной передачи F-35 Саудовской Аравии, а в перспективе и Турции, означает потенциальное изменение баланса сил в регионе и отражает стратегический сдвиг в подходе Вашингтона, несмотря на слова посла Израиля Дани Данона о действии закона США, обязывающего сохранять качественное военное превосходство Израиля. Примечательно, что Саудовская Аравия предоставила Сирии энергетическую помощь в виде 90 тысяч тонн сырой нефти. В рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного между Сирией и Саудовской Аравией, Эр-Рияд передаст Дамаску в общей сложности 1 миллион 650 тысяч баррелей сырой нефти, что оказывает влияние на региональные отношения и может рассматриваться как фактор напряженности для Израиля. В свою очередь, Израиль сообщил о подаче обращения в Международный уголовный суд с просьбой об отстранении прокурора Карима Хана от рассмотрения дел, связанных с Израилем. Согласно заявлению пресс-службы МИД страны, Иерусалим требует отмены выданных МУС ордеров на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Международный уголовный суд был создан в 1998 году на основе Римского статута. Его мандат включает расследование и преследование лиц, обвиняемых в совершении тяжких международных преступлений, таких как геноцид, преступления против человечности и военные преступления. Параллельно в Израиле продолжаются политические дискуссии вокруг палестинского вопроса. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что, по его мнению, премьер-министр Нетаньяху должен объявить об отсутствии какого-либо иммунитета у президента палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса. По словам Бен-Гвира, если ООН сделает шаг к признанию Палестины, необходимо отдать приказ о точечных операциях против высших террористов в палестинской администрации и лично арестовать Махмуда Аббаса. Заявления Бен-Гвира вызвали широкий резонанс, поскольку они отражают рост напряженности вокруг обсуждения перспектив палестинской государственности и международных инициатив, связанных с этим вопросом. Примечательно, что в своих заявлениях Бен-Гвир называет высших представителей палестинской администрации террористами. Международные структуры и правительства разных стран продолжают призывать стороны к снижению эскалации и поиску дипломатических решений в рамках международного права. Совет безопасности ООН проголосовал за поддержанный США проект резолюции, одобряющий 20-пунктный план президента США Дональда Трампа по сектору Газа. Одним из ключевых элементов плана является создание международных сил стабилизации, к которым, по утверждению США, несколько неназванных государств выразили готовность присоединиться. Резолюцию поддержали 13 членов Совбеза, включая постоянных членов Великобританию и Францию. Против не голосовал никто. Россия и Китай воздержались. Представитель генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша назвал принятие резолюции важным шагом в укреплении режима прекращения огня. В то же время Хамас отверг документ, заявив, что он не отвечает правам и требованиям палестинцев. В соответствии с резолюцией международных сил стабилизации будут взаимодействовать с Израилем и Египтом, а также с недавно подготовленной и прошедшей проверку палестинской полицией. Их задача – содействовать обеспечению безопасности приграничных районов и поддерживать процесс окончательного разоружения нелегальных вооруженных групп, включая Хамас. Резолюция также предусматривает создание трастового фонда для восстановления Газы после 2 лет войны, управление которым будет поддержано международными финансовыми структурами, включая Всемирный банк. А госсекретарь США Марко Рубио
заявил, что принятие документа стало важным шагом на пути к передаче управления сектором Газа палестинскому населению. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные и актуальные новости мира и Ближнего Востока.